Встреча двух диктаторов, разговор без камер, стабильность на крови и намеки на новый поток мигрантов. Почему разговор Лукашенко с азиатским диктатором тщательно скрывают от прессы? Белорусского дипломата выгоняют из ЕС. Очередная свободная страна отказалась от сотрудничества с Беларусью. Оборотень на границе с Латвией. 28 человек оказались под землей. Шпионские игры по-белорусски. Кого режим использует как доносчиков даже после окончания политической карьеры? Стрельба на дороге. За понты перед девушкой, годы тюрьмы. Вечер пятницы, я Евгений Булка, это Нехта Плюс, и давайте же узнаем, что происходит в мире. Лукашенко встретился с руководителем Мьянмы и сразу дал понять, самое главное и интересное обсуждать будут без камер. Формат неформальной обстановки еще и важен тем, что затрагиваются вопросы, которые, к сожалению, не озвучишь и публично не оговоришь. Поэтому мы уже продолжаем сегодня наш разговор, который начали вчера. Так ли уж, к сожалению, ведь именно то, что не хотят озвучивать публично, и бывает самым любопытным. И дальше Лукашенко перешел к населению Мьянмы и сразу предложил свою помощь. Население у вас 5 раз больше, чем в Беларуси. И это огромная цифра, и за которой кроются судьбы людей. И этих людей, как я вчера говорил, нужно накормить прежде всего и одеть. В этом плане вы можете рассчитывать на Беларусь. С учетом того, как в самой Беларуси все чаще говорят о нехватке работников, остается только ждать, не предложит ли Лукашенко пригласить мьянманцев на работу. Лукашенко предсказуемо похвалил власти Мьянмы за так называемую политическую стабильность. Вы обеспечили политическую стабильность в своем государстве. Народ оказал и вам, и тем силам, которые за вами стоят, непосредственную поддержку, очень сильную поддержку. Хороша стабильность. Сам Мин Аун Хлайн пришел к власти через вооруженный переворот. Протесты подавлялись крайне жестоко, с большим числом жертв и массовыми репрессиями. Страна по-прежнему находится в состоянии гражданской войны. Похоже, для официальной Белоруссии и Мьянмы модели очень понятные. Сначала силой обеспечить стабильность, а потом рассказывать, что народ все это якобы поддержал. Один сосед по глобусу приезжает в Минск с официальным визитом и подписывает дорожную карту сотрудничества. Другой просто перестает существовать как дипломатическая величина для Беларуси. Пока президент Мьянмы Мин Аун Хлайн проводит переговоры с Лукашенко, посольство Беларуси в Финляндии готовится закрыться навсегда. Согласно постановлению Совмина номер 424, дипмиссия в Хельсинки закрывается с 1 сентября 2026 года. Дипотношения между странами установили еще в 1992 году, а само посольство в Хельсинки работало с 2011. Мандат распространялся и на Данию. С 2018 по 2024 год послом был Алексей Самосуев, но новую кандидатуру так и не назначили. Уже в июле 2026 на сайте дипмиссии появилось сообщение о временной приостановке работы. По консульским вопросам предлагали обращаться в Даугавпилс или Стокгольм. Выдачей виз в счастливую страну, а Финляндия регулярно в топе по индексу счастья, для белорусов уже несколько лет занимается эстонское посольство в Минске. Собственного визового присутствия у финнов нет. Не нравятся властям радостные страны. Всего сейчас у Беларуси остается 27 представительств в Европе. И этот список с 2021 года методично оптимизируют. Зато число генеральных консульств в России, наоборот, растет. Получается наглядная картина внешней политики. С Западом закрытые двери и пустующие консульства, с режимами вроде мьянманской хунты торжественные визиты и рукопожатия перед камерами. Вопрос лишь в том, какая из этих двух траекторий скажется на жизни рядовых белорусов сильнее. На белорусско-латвийской границе обнаружили уже второй подземный тоннель. Вторая ветка. Такой скорости позавидовал бы даже метрострой. 20 августа в районе Красловы латвийские пограничники остановили группу из 28 человек, пытавшихся попасть в страну из Беларуси. Когда начали обследовать местность, всего в 20 метрах от границы нашли замаскированным мхом выход из-под земли. Это уже второй такой случай в Латвии за 10 дней. Первый тоннель обнаружили 10 августа. Тогда через него прошли 15 человек.
человек. Похожие ходы ранее нашли в Литве и в Польше. Латвия запустила операцию «Оборотень» для усиления восточной границы и борьбы с так называемой инструментализированной миграцией со стороны Беларуси. Так что привычная схема через лес и болото явно эволюционирует. Еще немного, и на границе придется ставить не только заборы и камеры, но и противоподкопные датчики по всей границе. А для рытья тоннелей, судя по всему, красавцы привлекут метростроевцев. Белпол опубликовал вторую часть расследования о белорусских спецслужбах, которые, по утверждению авторов, работают за рубежом под дипломатическим прикрытием. Речь идет о сотрудниках посольств и консульств в Швейцарии, ОАЭ, Вьетнаме, Израиле, Индии, Китае, Турции, Бразилии, Венесуэле и ряде других стран. Среди фигурантов не только советники и секретари, но даже бывшие и действующие послы. Авторы расследования утверждают, что часть из них связана с КГБ или военной разведкой, а некоторые в прошлом получали документы на чужие имена, включая паспорта, прикрытие и фиктивные водительские удостоверения. Отдельно расследователи обращают внимание на дипломатов с военным прошлым и многолетними пробелами в официальных биографиях. Например, посла Беларуси в Швейцарии Александра Ганевича авторы связывают с ГРУ и предполагают, что он мог долгие годы оставаться законспирированным военным разведчиком. Бывшего посла в Японии Руслана Есина также считают возможным сотрудником военной разведки. В ОАЭ, Индии, Китае, Турции и других странах, по данным Белпола, работают дипломаты, которые в реальности могут быть кадровыми сотрудниками КГБ или ГРУ. Самое любопытное здесь даже не количество фамилий, а масштаб. Если выводы расследователей верны, дипломатические представительства Беларуси используются не только для дипломатии, но как удобная крыша для разведывательной работы по всему миру. От Европы до Азии, Африки и Латинской Америки. Выходит, что у МИДа Беларуси есть еще одна специализация. Оно работает как отдел внешней разведки. В известной советской комедии герой хотел поработать на ликероводочном заводе, а вот в Беларуси вполне можно купить такой завод. И даже не ликероводочный, а спиртовой. Продается он в Лынтупах. За исторический промышленный комплекс недалеко от литовской границы хотят почти $2 миллиона. История предприятия началась еще в начале 20 века. Местный шляхтич Юзеф Бишевский построил здесь винокурню из красного кирпича. Затем менялись государства и власти, а производство продолжало работать. В советские годы завод стал государственным и на пике выпускал более 600 тысяч декалитров спирта в год. Но 13 лет назад в цехе произошла серьезная авария. Производство остановили, здание законсервировали, и огромный комплекс начал постепенно превращаться в заброшку. Теперь больше 6 гектаров земли, около 3 десятков построек и оставшееся оборудование выставлены на торги за 5 миллионов 800 тысяч рублей. Завод пережил Российскую империю, работал при поляках, выстоял в немецкую оккупацию и Советский Союз, а вот эпоху Лукашенко не пережил. Более 100 лет истории, и именно при нем предприятие таки умудрились угробить. Как сообщил глава Федерации альпинизма Эдуард Кубатов, с высокой вероятностью тела принадлежат 2 альпинистам из Беларуси, одному гражданину Литвы, пропавшим во время восхождения на пик Курумду, пишет News КГ. Поисковые работы завершены. Мы сейчас зафиксировали наличие 3 тел на дне ущелья Курумду. С высокой вероятностью эти тела принадлежат 2 альпинистам из Беларуси и Литвы. Но мы можем говорить только с высокой вероятностью. Спасатели ждут устойчивой погоды в районе пика Курумду, после установят личности погибших и решат вопрос с транспортировкой тел в Ош. 43-летний Максим Полянский, 60-летний Николай Свиридов из Беларуси и 37-летний Сергей Рубцов из Литвы пропали 2 августа при спуске с вершины Курумду. С тех пор велись их поиски. В Ивацевичском районе обычная поездка на велосипеде закончилась стрельбой. 53-летний мужчина ехал по дороге возле деревни, когда из проезжавшей машины по нему начали палить из пневматического пистолета. Правоохранители установили, что потерпевший двигался на велосипеде по автодороге вблизи одной из деревень Ивацевичского района. В это время мимо него на легковом автомобиле вместе со своей знакомой проезжал 21-летний неработающий житель соседней деревни, ранее попадавший в поле зрения правоохранителей. Как сообщает милиция, проезжая, молодой человек опустил стекло и не менее 3 раз выстрелил в велосипедиста металлическими шариками. Стрелял, как сам объяснил, ради забавы. Пистолет он купил в интернет-магазине. Дома у него нашли само оружие, баллоны и банку с металлическими шариками. Теперь за такую забаву возбуждено уголовное дело по статье об особо злостном хулиганстве. Парня отправили под стражу, а максимальное наказание может составить до 10 лет тюрьмы. Вот такой аттракцион. Цена дешевых понтов перед девушкой – годы за решеткой
решеткой. Ну а мы традиционно за безопасность, поэтому если для вас безопасно, подписывайтесь, ставьте лайк и нажимайте на колокольчик. Мы всегда рады вашим комментариям. Увидимся уже утром.